Здравствуйте, мои дорогие друзья! Приветствую вас на канале Винтаж Оксана Годвин. Продолжаем искать клад на различных свалках. Все, что интересного удается мне найти, я вам, мои дорогие зрители, показываю. Сегодня разбираем коллекцию белых украшений. И то, что я вам сегодня покажу, конечно, найдено на свалках. Это уникальные украшения, которые я не продам ни за какие ковришки, как говорится. Ну, в общем, коллекция, которая пополнялась на протяжении нескольких лет. И давайте сегодня это все разберем. Буду подробно вам показывать. Буду брать каждое украшение. И, конечно, я думаю, что удовольствие от просмотра вы сегодня получите в процессе поиска клада. И начать разбор сегодняшней коллекции хочу именно вот с такой керосиновой лампы. Тоже эта лампа была найдена на свалке. И, конечно, коллекция украшений, каких-то предметов старины из молочного стекла, она всегда радует. И вот эта вот находка тоже меня порадовала. Так что, мои дорогие, как тщательно проработана вот эта вся часть, которая привлекает внимание. И довольно-таки редкий вот этот образец с молочным стеклом тоже часто, вернее, редко очень попадает нам сегодня. И давайте приступим. Буду разбирать всю коллекцию поподробнее. Конечно, буду брать какое-то украшение по порядку. Для лучшего разбора буду использовать вот такую подкладочку. И первое, что мне хочется вам показать сегодня, это достойная часть коллекции. Это сет из двух брошей от компании Lennox. Эта компания была основана в 1889 году Уолтером Скоттом Ленноксом. Компания стала первым в США производителем элитного костяного фарфора, получившим статус официального поставщика посуды для Белого дома. По сути, это единственный бренд, единственная компания, это единственный костяной фарфор в мире американского производства. То есть вот посуда производства США, какие-то мелкие предметы, украшения делались в Китае, потому что использовался дешевый китайский ручной труд, то есть вот позолота нанесенная, закрепленные кристаллы, это все сделано вручную. И здесь видите 24 карата золота. Компания была основана в 1889 году, как я уже сказала, и 130 лет эта компания на рынке существует. Это посуда и разные украшения для сервировки стола. Часто очень использовалось именно золотое обрамление. И в 1918 году президент США Томас Вильсон заказал партию посуды в количестве 1700 экземпляров для Белого дома. И с тех пор именно все президенты Соединенных Штатов Америки используют именно посуду, какие-то украшения, сервировку для стола от компании Lennox. Очень популярен именно вот этот вот стиль. Оттенок костяного фарфора он имеет, в отличие от китайского костяного фарфора, такой слегка молочный оттенок. Не совсем он белый, не совсем прозрачный. И причем именно маркировка у этих брошей, сейчас давайте рассмотрим, она имеет и вот с обратной стороны, опять-таки, нанесена маркировка позолотой 24 карата. Вот такие вот уникальные брошечки, лейка и пасхальное яйцо. Давайте пойдем дальше. Что касается именно украшений из молочного стекла, это вот такая брошь, которую можно носить как вот в форме ромба, так и в форме квадрата. У этой броши нет маркировки, она имеет позолоту, но очень в хорошем она состоянии. И прям молочное стекло, все, видите, кабошончики взяты в лапки, она очень качественно выполнена. Тоже из этой же темы брошей из молочного стекла вот такая
звезда, снежинка, не знаю, как это, может, цветок какой-то. Но опять-таки, видите, здесь кабошонные в форме маркизов, и круглые есть, брошь такая объемная. И опять-таки обратная сторона тоже в хорошем состоянии, брошь винтажная, 60-е, 50-е годы, и тоже в очень хорошем сохране. Но буду брать подряд все украшения. Следующее украшение, которое одно из моих любимых, и это колье и серьги-клипсы. Тоже такой часто довольно странный для меня вопрос возникает на моем канале, почему я клипсы называю серьгами. Потому что все украшения на уши это серьги, но отличаются они по стилю крепления. Ну, скажем, вот такой стиль, такая застежка, это клипса. И, конечно же, вот само название клипсы в простонародье перешло именно в такой упрощенный вариант. То есть вот такие серьги все называли у нас клипсами. На самом деле это серьги с застежкой клипса. И здесь есть маркировка Кора. Ну, компания Кора тоже хорошо всем известна, особенно тем, кто увлекается винтажной антикварной бижутерией. Очень качественная бижутерия. Бренд Кора один из самых известных и масштабных производителей винтажной бижутерии в США. Ее история началась в 1901 году. Здесь вот тоже есть маркировка. Эммануэль Кон и Карл Розенберг открыли небольшой магазинчик аксессуаров на Бродвее в Нью-Йорке. Главные этапы истории этого бренда: основание в 1901 году, появление фабрики в 1911 году. Официальное имя, название Кора стало официальным брендом только в 1919 году. То есть мы можем ориентироваться, что именно маркировка украшений Кора была как раз ознаменована именно вот этим периодом. И мировой успех компания достигла к 1940 годам, и закрытие компании марка не выдержала конкуренции и закрылась в США в 1979 году. То есть украшения все эти имеют винтажный, даже уже антикварный возраст практически. Украшения довольно старинные. Так, где у меня вторая серьга? Ну ладно, вторая серьга тоже здесь есть. Следующее украшение, которое хочу вам показать, буду показывать я вам вперемешку. Вот такая вот брошь-ромашка с такими кабошонными, со вставками в форме маркиза. Тоже она очень имеет интересную форму. На ней долго останавливаться не буду. В принципе, я показываю вам все украшения, которые я уже ранее когда-либо вам показывала. Очень интересное украшение, которое сейчас вам хочу показать. Оно как раз относится к 70-м годам, когда были в моде именно геометрия, именно такие простые формы. И здесь тоже сочетание, видите, молочной эмали, оттенка молочной эмали, и вот такие пластиковые крупные бусины закреплены через спины, что, собственно говоря, и сохраняет целостность украшения. Вот такие украшения я называю неубиваемые, ничего с ними практически не может произойти. Интересно это украшение тем, что оно двустороннее. Посмотрите внимательно, что вот эти металлические элементы, квадраты и вот этот вот центральный круг, это именно элементы с таким оттенком, не прям чисто белый, а именно молочный, что в контрасте очень, скажем, кажется выразительным. К тому же это украшение двустороннее. Перевернув на другую сторону, мы можем полностью поменять смысл этого украшения. Вот это вот сочетание черно-белых оттенков, черно-белого цвета, разных форм, такое прям контрастное, яркое украшение, но тоже вполне себе. Я, кстати, это украшение ношу, оно вполне себе гармонично выглядит и в сегодняшних аутфитах. Следующее украшение выглядит вот так: люцитовые вставки. Причем люцит здесь, видите, в такой
Здесь нет маркировки. В таком варианте, как перламутр, имитация перламутра, когда стали украшения производиться не только для знатных людей, не те украшения, которые дорого стоили, но и для простых людей. Более доступный ценовой спектр этих украшений производители стали акцентировать. И вот такое украшение, которое вполне себе эффектно выглядит, опять-таки сохраняются формы. Я думаю, что это тоже относится к раннему Кора. И здесь сочетание, смотрите, цепочка сочетается пластиковые звенья и металлические. И здесь есть такой подвес. Но думаю, что это ранние Кора, когда еще, как мы с вами узнали уже, украшения Кора не маркировались, а именно только пошли в производство. Но для разнообразия сегодняшнего разбора хочу показать вам вот такое кольцо. Но опять-таки здесь бусины не чисто белые, а молочного оттенка, цвет слоновой кости. И здесь не просто молочного оттенка бусины, но и с люстровым покрытием. Причем вот молочный оттенок и люстровое покрытие были нанесены на молочного стекла бусины. То есть вот чтобы, как сказать, усложнить еще и оттенком, да, здесь такая основа, это наборная часть кольца. И основа медная, очень красивая, шлифованная филигрань. Я когда это кольцо обнаружила, думала, что здесь чего-то не хватает, и оно какое-то, что-то в нем не так. Как видим, здесь и бусины Авроры Бореалис тоже вплетены. Но на самом деле, повнимательно разобравшись со стилистикой этого кольца, я поняла, что как раз акцент на асимметрию. То есть, вот видите, здесь вот эти вот лапки фигурные, расположены так асимметрично, и здесь вот полукруг, и, в общем, таким образом, как будто бы, знаете, вот это вот как бы струя какая-то воды течет по вот этим вот бусинам. Ну, в общем, такая интересная тема, но не всегда как бы любовь к симметрии или асимметрии, она может как-то выражаться. Более простое кольцо сейчас я вам покажу, но опять-таки здесь техника handmade, она была очень популярна именно в 80-х, 70-х годах. И на самом деле вот так вот скрутить кольцо, это не так-то уж и просто. Я, честно говорю, я пыталась что-то подобное сделать, но не шмогла. А здесь все-таки очень такое, знаете, ну, уметь надо это все делать. Казалось бы, так, хендмейд, а чего тут такого? Каждый мог бы это сплести. Нет, не все так просто. Опять-таки, здесь вот эта вот центральная роза, это тоже молочное стекло, оно довольно тяжелое. И вот так оплетено интересно. Следующее украшение, которое хочу вам показать, это брошь из кости. Вот так она интересно вырезана. И это деко, арт-деко, арт-нуво. Есть еще такая техника. Арт-нуво — это когда геометрия, геометрические формы. А арт-нуво — это когда еще сочетается и с какими-то флора-фауна, то есть цветочки, бабочки, что-то вот такое. Вот я здесь думаю, что вот это вот в этой теме. Ну, брошь довольно старенькая. Причем это, я думаю, что это все-таки бивни слона, потому что нет вот таких вот явных черточек, да, обычно бивни там крупнорогатого скота, как говорится, они более грубые, а здесь прям так все очень прям ровненько, и обратная сторона очень так интересно выглядит, и брошь довольно старенькая. Ну, раз мы взяли разбор именно украшений в вот таком молочном оттенке, и эмали, и материалов. Одна из моих любимых подвесочек — это вот такая подвеска. И это подвеска от Lea Sophie. Опять-таки, это американский бренд. Lea Sophie — одна из моих любимых компаний. Вот таким образом она маркировала свои украшения. Эта компания отличается оригинальностью дизайна, натуральностью материалов. И, как мы здесь тоже видим, на первый взгляд простой цветок,
вроде эмаль, ничего такого, но видите, даже сами лепестки этого цветка выполнены в форме сердец. То есть компания Леа София, она очень тщательно подходила к самому дизайну украшений. Они были предназначены для простых женщин с оригинальным креативным подходом к жизни, и, соответственно, их украшения тоже отличались этой стилистики. Да, девчонки, упустила я вот эту вот брошь. На самом деле тоже одна из моих любимых брошей, и ее техника исполнения просто удивительная. Я сначала подумала, что это как бы все выполнено в одном стиле. Она очень сложная в исполнении. То есть вот эти треугольники, они выполнены из молочного стекла. Центральный вот этот вот цветок тоже из молочного стекла выполнен. И он как бы наклеен на позолоченную поверхность, и думаю, что эта работа очень схожа с ювелирной работой мастеров. То есть я вам близко-близко вот сейчас показываю, чтобы вы рассмотрели и поняли саму технику исполнения этой броши. На самом деле она не такая крупная, и работа очень такая тонкая на самом деле у этой брошечки. Так, следующую брошь — это тоже ромашка, но опять-таки она выполнена из металла и покрыта металлами. Так, чтобы разбавить, скажем, сегодняшний разбор и не показывать вам просто какие-то отдельные броши, да, я хочу показать вам несколько хочу вам показать бус. Тоже это молочное стекло, но на первый взгляд бусы кажутся очень такими простыми. Но они тяжелые, и когда вот берешь в руки качественные украшения, бижутерию, то это всегда ощущается. Бусины из молочного стекла, гладкие, тяжелые и прям вот кипельно-белого цвета. И, конечно, я уверена, что вы, мои дорогие зрители, узнали уже компанию Мане, которая вот таким образом запатентовала свою застежку на винте, и маркировочка тоже у них такая уже узнаваемая. Ну, тоже интересная вполне себе нитка этих бус. Также из молочного стекла хочу вам показать следующую нитку бус, но эти бусины уже другой формы. Здесь есть и такая кисточка, подвеска. Тоже бусины из молочного стекла. И это тоже Мане, то же самое застежка. Думаю, что вы все уже узнаете эти застежки, какие-то вот такие мелкие детали, элементы, по которым вы можете определить уже, к какой компании относится то или иное украшение. Но вот так вот. То есть разная форма бусин, и вполне себе так оригинально они выглядят. Следующие бусы, нитка, вернее, которую тоже я вам хочу показать. Здесь вот такие ромашки, снежинки. Ну, я думаю, что это все-таки ромашки, все-таки это какие-то цветочки. Они такие нежные, мелкие. И это уже, по-моему, Сара Кавентри. Да, Сара Кав. Вот так вот у них практически выглядит вот швендик. Вот эта вот застежка вполне себе обыкновенная. Эти бусы, они очень длинные, нитка длинная, и носить можно практически в 4 ряда. И они очень легкие, практически, вот, но они как пластик. Вот как раз именно в 50-е годы в моду вошел пластик. Это как раз ноу-хау по тем временам было, открытие практически. Это было нечто новое. Слово в науке и технике. Конечно, пластик был не таким дешевым, и, естественно, его использовали для производства украшений, чтобы все-таки сделать более доступными по цене украшений и сделать женщин более красивыми. Следующая тоже белая нитка, но посмотрите, как интересно выполнены сами бусины, как будто бы это такие крупные желуди. Здесь, ну, на этих бусах нет, скажем, такой прям маркировки, которая бы рассказывала нам о производителе. Но, видите, она вполне себе так просто собрана. И это оригинальная сборка. Но, тем не менее,
Тоже это вот молочное стекло и вполне себе такие достойные бусы. Так, ну давайте перейдем к другим украшениям тоже в белой теме, чтобы разнообразить. Так, вот сразу вижу, нашла вторую серьгу от комплекта Кора. И давайте перейдем вот к рассмотрению вот этих серег. Тоже довольно популярная тема и стилистика, опять-таки использование эмали молочного оттенка, цвета слоновой кости. Как я уже сказала, вот слоновая кость была очень популярна. Это был довольно не из дешевых материалов. И имитация именно вот этого оттенка, вот то, что я вам показывала прошлую брошечку, видите, это имитация вот такого оттенка, она была очень в моде, популярна и, я уже говорила, имитировала именно вот натуральную слоновую кость. Но так как охота на слонов была запрещена, прекращена, естественно, вот имитация как бы заменила этот дорогостоящий и такой варварский, в принципе, материал. Вот так в обратную стороне выглядят эти серьги. Опять-таки вот это арт-ново. Да, тема, когда геометрия, ну, здесь отсутствуют какие-то цветочки, но, тем не менее, вот такая интересная стилистика, форма, очень интересная форма, сложная. Следующую брошечку тоже, это одна из моих любимых брошей. Здесь, опять-таки, присутствует и молочное стекло, и центральная вставка выполнена в технике гельюше. Это нанесение эмали на брошированную поверхность металла. И здесь также выполнен рисунок вручную. Ну, когда вот рисунки на украшениях, на каких-то изделиях выполняются вручную, то практически одинаковых брошей найти невозможно. Будут обязательно отличия, как говорится, найди 5 отличий. И обязательно будут отличия там в мазке, там нажатие мазка и все такое, расположение элементарно. Да, видите, здесь вот сам цветок не четко расположен по центру. Ну, по таким признакам, принципам, да, можно определить ручное нанесение росписи или это штампованное нечто. Ну, когда, скажем, есть штампованное деколь с дорисовкой, то есть вот этот вот деколь имеет основной рисунок, и как при близком рассмотрении мы можем увидеть пиксели. Вот при ручном нанесении рисунка вот этих пикселей мы не видим. То, что вы видите, вот как бы белые, это волны, да, по бокам рисунка, это как раз вот техника гельюше, как я уже сказала. На брошированную поверхность наносится эмаль, и как будто бы рисунок такой мелкий. Но это было слишком бы, как говорится, дорогое удовольствие. Да, таким образом каждый мазок, вот фон разрисовывать. Но вот какие-то неточности в нанесении основного рисунка как раз говорят о его ручном происхождения. Так, следующую брошь, которую хочу вам показать. Тоже брошь, я вам эту показывала. Опять-таки вот белая техника, эмаль. И здесь к тому же есть сочетание с молочным стеклом. Вот центральная бусина, которая взята в карапаны, она из молочного стекла. И брошь на самом деле такая непростая, она довольно крупная. Так, здесь Сара Кавентри, есть на ней маркировка. И брошь собрана. Видите, вот основной элемент. Опять-таки обращаем внимание на иглу. Она довольно длинная и она довольно толстая игла, что характерно именно для винтажных антикварных брошей. И видите, как бы основной элемент, да, на который крепятся все вот эти вот детали. Ну, она очень интересно собранная. Здесь веточка такая. Ну, как, скажем, самый плохой вариант, вернее, самое печальное в этих брошей, то, что в именно 50-е, 60-е годы использовался металл очень хрупкий. То есть сам сплав был недостаточно еще хорошо проработан. И если там надлом какой-то, ну, в общем, погнуть подобные броши невозможно. Возможно просто только лишь сломить. Отломиться может легко любой элемент. Вот это тоже брошь, которую тоже я вам часто показывала. Опять-таки это эмаль,
металл, вот так обратная сторона броширована. Ну, как правило, у брошей там 60-х, 50-х годов вполне достойно выглядит и обратная сторона. Да? Если бы даже она была без нанесенной эмали и как бы в обратную сторону вывернута и просто была вот таким образом броширована, то она тоже бы хорошо в себе, вполне себе достойно выглядела. Сейчас покажу еще следующее украшение. Вот я тоже вам показывала. Это опять-таки сочетание белой эмали и металла. И это клипсы. Довольно крупные клипсы. Серьги-клипсы без маркировки. Не буду на них долго останавливаться. Один из моих любимых браслетов, мои дорогие, которые подходят ну, практически ко всем предметам, которые я вам ранее показала. Это браслет с такой вставкой. То есть это тоже покрытие эмали. Браслет на защитной цепочкой. Я его ношу часто. Несмотря на то, что, конечно же, браслет винтажный. Он полый и ну, он такой, скажем, лаконичный, такой простой формы и подходит к очень многим аутфитам. Я этот браслет ношу часто. Кстати, сегодня даже я его надевала. Так, следующее, что хочу вам показать. Вот этот браслет вполне можно носить вот с такими серьгами. Опять-таки вот люцитовые вот эти бусины. Вполне себе тоже здорово смотрится. Хочется ускориться уже. Так, здесь следующее у меня здесь есть вот такое кольцо. Это тоже натуральная кость. Я точно не могу сказать, слоновая кость это или нет. Но она какая-то такая слишком уж она как бы белая. Хотя, может быть, это и тонирование. И здесь вот тоже какая-то часть может быть тонирована, потому что вот внутренняя часть, она как-то более такого натурального желтого оттенка. Ну, вот такое вот колечко тоже. Ручная резьба на этом кольце. Следующие интересные серьги, которые тоже подготовила сегодня к показу. Опять-таки вот черная, белая гамма. Да, то, что я вам показывала ранее бусы. То есть они вполне могут составить комплект. Вот сейчас немножко погремим. Ну, вот такое вот, да, вполне можно носить эти серьги вот с этими бусами. Опять-таки здесь сочетание такое контрастное черно-белое. Опять-таки геометрия форма. То есть вот комплекты тоже таким образом могут как-то собираться, складываться. Следующее колье, которое хочу вам показать, ну, тоже вроде как в тему белых украшений, но это кулон с такой подвеской вручную собранный из бисера, бисер круглый. И здесь вот сочетание, опять-таки, использования гелиотиса, вот то, что вот по краю цветная окантовка, это панцирь моллюска, который имеет вот такой переливчатый перламутровый оттенок. Называется этот моллюск гелиотис. И, соответственно, тоже из него много украшений были популярны. И сейчас популярны. У меня тоже много украшений. Здесь вот это все собрано на обычную ракушку, причем настолько поверхность как бы ну, идеально плоская. Это лишь говорит о том, что сама раковина, сам моллюск крупного размера. И вот тоже так интересно все это собрано. А по центру опять-таки здесь материал опять-таки молочное стекло похоже. И здесь вот вкрапление как бы нарисован вот такой вот завиток. Но опять-таки выполнено в такой технике. Ведь здесь натуральные деревянные бусины. Ну, что-то такое прям сувенирное, ручное. Но летом эти украшения я очень ношу часто. Довольно-таки люблю подобного плана украшения. Следующие бусы. Это уже пластик с кисточкой. Видите, опять-таки сочетание белого оттенка и позолоты тоже часто использовался. И здесь они довольно старенькие, эти бусы.
Видите, здесь даже есть патина, и это оригинальная сборка, собранная через узелок. Ну, вот как бы выглядят вот бусы, собранные через узелок, вполне себе прилично, и они гибкие, подвижные. Люблю я именно так, но единственный момент, что они в случае разрыва, как бы восстановить их сложно. Ну, и вот эта вот трудность, она, конечно, существует. Ну, вот эти вот бусы, ну, интересно выполнены, посмотрите, то есть обычные бусины из молочного стекла, и как бы с двух сторон их обмакнули в золото. И при повороте такое впечатление создается, что они как-то, ну, золото с белым. Но это всегда выглядело вау, шикарно. И, конечно же, часто использовалось и ювелирами, и создателями украшений. Тот же самый трюк выполнен вот в этой броши. Это брошь такая малышка-малютка, и у броши есть маркировка, это Мане. Но опять-таки, видите, обратная сторона с очень красивой брошировкой. Даже если бы она просто так выглядела, без эмали, там, она бы тоже была красоткой. Но она такая мелкая. Но опять-таки, вот эта вот тема не кипельно-белого оттенка, а видите, как бы soft ivory, она как будто бы немножко имитирует слоновую кость. Вот такие украшения, мои дорогие друзья, сегодня я вам показала. Напишите, пожалуйста, свое мнение, впечатление. Я с удовольствием читаю все ваши комментарии. А я вас всех люблю, целую и обнимаю. Всем мира, добра и красоты. А с вами была Оксана. Увидимся в следующем видео. Всем всего хорошего. Пока-пока.